Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 2 апреля, и сегодня в своем первом материале я хочу подробно разобрать ситуацию в Черниговской и Сумской областях. Думаю, вы знаете информацию по Киевской области, то есть на правобережье севернее Киева российские войска полностью выводятся вплоть до границы и перебрасываются дальше на южное направление в район Харькова, Изюма и дальше будут принимать участие в битве за Донбасс. А вот последнее сообщение из Черниговской и Сумской областей, которые пришли вчера и продолжают проходить сегодня утром, они заставляют задуматься, а будут ли российские войска отсюда уходить. Момент первый. Бои вокруг Чернигова продолжаются с не меньшей интенсивностью. Артиллерия российских войск работает. Кольцо окружения с города никто не снимает. Ближайший городок Славутич находится условно под контролем российских войск, хотя внутри города администрация и местная. Но это на самом деле является не самым важным моментом, что привлекло мое внимание и что заставило меня задуматься о будущем, как минимум северной части Сумской и Черниговской областей. Это та новость, та информация, которую я впервые выдал позавчера по поводу движения мощной, огромной российской колонны через город Конотоп. Вчера определилось, куда она шла, какие позиции заняла, и это буквально привело в настоящую истерику губернатора Сумской области Живицкого, который буквально вчера еще рассказывал о том, что все, мы освобождаем Сумскую область от оккупантов, а вчера начал реально истерить. Он сообщил о том, что российские войска не уходят из Сумской области, наоборот, занимают новые позиции, окапываются, и его это очень сильно беспокоит. Я наложил те точки, которые он привел, и сравнил с теми данными, которые мне присылают местные жители, и картина вырисовывается следующая. Итак, российская колонна, пройдя Конотоп, свернула далее на Бурынь, но Бурынь не прошла, а оставила там гарнизон. А дальше она оставила свой гарнизон в районе Ворожба-Белополья. Одновременно с этим российские войска зашли на территорию Путивльского района и взяли под свой контроль Новую Слободу и разместились севернее Путивля. Помните, я несколько дней назад приводил пример Путивльского района о том, что действительно по-глупому там получилось. Население в целом было лояльно к российскому руководству, в основном там этнические русские, и было глупо бы оставлять этот район без боя. Тем более, что это место является очень важным стратегическим пунктом. Дело в том, что если восстановить мост, а это в принципе в течение 1-2 недель можно сделать, через реку Сейм между Бурынью и Путивлем, то расположившись гарнизонами в Путивле, Бурыне и Белополье, можно удержать эту важнейшую стратегическую переправу и, удерживая всего эти 3 точки, прикрывать весь север Сумской области. А снабжение этой группировки можно проводить через Теткино, которое расположено буквально в нескольких километрах от Белополья. Причем таким образом можно убрать сразу угрозу обстрела этого населенного пункта. А напомню, несколько дней назад именно здесь украинские войска попытались обстрелять КПП российских погранвойск. Причем география региона такова, что чтобы далее прикрыть все направление на север, достаточно удерживать район Бахмач-Конотоп. И таким образом прикрыть не только оставшуюся часть Сумской области, но и значительную часть северо-востока Черниговской области. И главную трассу М3 Киев-Москва. Соответственно, дальнейшее удержание линии Нежин-Копты, где данная трасса пересекается с трассой Чернигов-Киев, позволяет не только удерживать блокаду Чернигова, но и позволяет реально создавать угрозу для Киева, где российские войска в этом случае могут появиться буквально через несколько часов после того, как они начнут выдвижение. И таким образом это будет очень удобный плацдарм для дальнейшего наступления, когда проблема, например, с Донбассом и Харьковом будет решена. Опираясь на эти рубежи, очень легко будет закончить освобождение всей левобережной Украины, которое вполне может быть уже, например, к концу лета. И последнее движение российских войск в этом районе говорит о том, что далеко не факт, что этот регион будет полностью отдаваться под контроль Киева. То есть вполне может быть так, что вот именно в этом районе вполне могут быть проведены зачистки от местной территориальной обороны, которые, как показали бои в районе Нежина и Конотопа, абсолютно ничего не могут противопоставить регулярным частям. И там же будут созданы местные администрации и население этих районов. А я знаю очень неплохо, чем живут жители этих районов. Они как минимум наполовину лояльны российской власти. То есть если организовать там нормальный быт, нормальную жизнь, то они могут вполне себе быть опорой для дальнейшего движения вперед. В общем, поглядим. На самом деле, как говорится, не все так плохо, как это рисовалось вчера. То есть последние действия российских войск в районе Бурыни, Белополя, Путивля говорят о том, что вполне может быть значительная часть территории Северной Украины будет не просто очищена от войск ВСУ, но и будет плотно занята, в том числе созданием отдельных военно-гражданских администраций в этом регионе. Вот это примерно то, что я могу сказать по Сумщине и Черниговщине, как там сейчас развивается ситуация. На этом на пока все и до свидания.